Всем здравствуйте. Многие из вас задают вопросы, как я знаю, что я буду снимать, откуда узнаю информацию, откуда я столько знаю. Ну что ж, отвечаю. Я узнаю город вместе с вами. Бывает, иду, понравился какой-то дом или деталь на доме. Я начинаю искать информацию в литературе, либо в интернете. И оказывается, что история очень интересная. Мне хочется ее вам рассказать. Но немного по-другому получилось в этот раз. Я шла, и в этом самом месте ко мне подошел молодой человек, сказал, что ему очень нравится мое видео, и обратил мое внимание на один очень интересный дом. Рассказал пару фактов, история очень заинтересовала, и я решила рассказать ее вам. И как вы уже, наверное, догадались, это бывший ресторан «Белосток». Но история его начинается гораздо раньше. Улица Городничанская сформировалась в 15-19 столетиях. В XVI веке она именовалась как улица, которая идет мимо дома Яна Хайновского к воде. С 1680 года уже называется Скальмановская. Позже была и улица Мастерская, и Иезуитская, и Энгельса. А в январе 1992 года восстановлено историческое название Городничанская, о чем и свидетельствует табличка на одном из домов на этой улице. А почетной стороне улица Городничанская свое начало берет от дома номер 20, пожалуй, наиболее известного на этой улице. Гродницам моего поколения этот дом известен как ресторан «Белосток». Недалеко отсюда расположено здание бывшей в мое время посменной, а сейчас художественной школы, а когда-то здесь находился дворец Сангушек, второй. И Сангушки на месте сейчас 20-го дома построили деревянное здание и конюшни. Вот здесь это все стояло до пожара 1885 года. Тогда все сгорело и уже стали возводить каменные строения. А в 1886 на этом месте стоял одноэтажный жилой дом, судя по архивным записям, принадлежащий жене полковника Брониславы Макроницкой. А позже, в 1911 году, новый владелец Войцех Поплавский построил на этом месте каменный двухэтажный дом в стиле модерн. В доме открыли отель «Рояль» и одноименный ресторан. Кованные детали интерьера были выполнены в мастерской гродненских кузнецов-кочанов, и отель насчитывал 18 номеров на 85 мест. И вот как он выглядел в начале 20 века. Фотография, к сожалению, не очень хорошего качества, но она дает представление об архитектурном облике строения того времени. И вот уже как выглядит сейчас. За многолетнюю историю отеля в нем останавливались личности с мировой известностью. Представляете, что в первой половине 20 века здесь побывал майор Дуайт Эйзенхауэр, будущий 34-й президент Соединенных Штатов Америки. Достоверных сведений о том, что он делал в Гродно, нет, но, предположительно, неизвестный тогда майор прибыл в наш город с гуманитарной миссией. Еще в отеле «Рояль» останавливался германский кайзер Вильгельм II. А в начале 60-х годов прошлого века здесь некоторое время проживал Владимир Высоцкий. Принято считать, что Высоцкий проживал в гостинице «Неман», но дело в том, что отель «Рояль» несколько раз менял свое название, и в конце 50-х, когда в Гродно снимался Высоцкий в фильме «Я родом из детства», гостиница называлась «Неман». И вот посмотрите, как гостиница выглядела в 50-е годы, когда называлась «Неман». Ресторан «Рояль», находившийся здесь, пользовался у горожан неизменной популярностью, и его известность с годами росла. Пика своей популярности он достиг к концу 30-х годов. Этому способствовала отменная кухня, первоклассное музыкальное сопровождение и варьете известных артистов. В общем, жизнь бурлила и била ключом, ведь над всеми нависла угроза Второй мировой, и народ прожигал эту жизнь как мог. Гродненские газеты 1939 года пестрили рекламой о выступлении жонглеров, акробатов и даже дрессированного жеребца со своим наездником в ресторане «Рояль». Но все, конечно, начинается Вторая мировая война, и уже в 1944 году гостиничным хозяйством в городе руководил Гродненский трест гостиниц. В ноябре 1944 в горисполкоме приняли решение снова открыть гостиницу под номером 1. Интересно, что гостиницы тогда были безымянными и различались по порядковым номерам. В начале 50-х гостиницам дали наименование, и номер 1 стала называться «Неман». После войны в помещении бывшего ресторана «Рояль» открыли ресторан «Аврора», впоследствии переименованный в «Неман». И в ресторане играл великолепный джаз-оркестр под управлением известного в будущем композитора Радолицкого.
1962 года ресторану поменяли название на Гродно, а затем в 1985 на Белосток. И уже многие гродницы помнят именно это название, и, думаю, не раз бывали здесь, и я в том числе. Только дверь в ресторан в Белосток в мое время почему-то вела с торца. Вот она, помните? И сразу за этой дверью располагался небольшой холл и гардероб. Сейчас это здание принадлежит одной частной компании, а до этого им владело иностранное общество с ограниченной ответственностью Фертеко. И в период владения этим домом Фертеко можно отнести к темным страницам истории здания. Напомню, почему. Компания приобрела постройку в 2007 году и должна была ввести его в строй через 2 года. Но за это время там разобрали только крышу. А в 2009 году фирму оштрафовали на 70 миллионов рублей. И в итоге строительные работы начались только в 2011. А уже в 2015 году и вовсе эту фирму признали банкротом. Крыша здания здесь оказалась полностью перестроена, и если на старых фото, а также на соседних зданиях видны трубы, видите здесь, хорошо видно рядышком на здании, здесь тоже были трубы от каминов, но сейчас ничего не осталось. И можно предположить, что ни каминов, ни печей внутри нет, и судя по фото внутреннего убранства, так и есть. Хотя фасад здания выглядит вполне прилично, но это все, что осталось от исторической постройки. Внутри все переделано и перестроено. И эта постройка общей площадью более чем в 3000 метров квадратных вновь ищет собственника, и гродницы все же надеются, что когда-нибудь здесь вновь откроется ресторан и гостиница. И если бы меня спросили, какое название я бы хотела видеть, я бы честно сказала, что историческое название «Рояль» было бы предпочтительнее. А какое бы название хотели видеть вы? Напишите в комментариях под видео. Кто знает, может, наше мнение и учтут, почему нет? Если вам понравилось видео и было интересно, поставьте лайк, напишите свой комментарий. Может быть, какие-то воспоминания и интересные истории связаны у вас с этим местом. Всем будет интересно почитать. Ведь мой канал для того и создан, для общения между людьми. Подписывайтесь, делайте репосты, подходите ко мне на улице. Иногда, как показывает это видео, это может быть очень вдохновляющим и мотивирующим моментом. В любом случае, огромное вам спасибо, что досмотрели видео до конца, и за интерес к родному городу. Ведь город Гродно не зря называют королевским. Свою историю он ведет с XII века, и думаю, о каждом историческом здании здесь можно рассказать что-то интересное и необычное. Ведь все мы люди, живем, с нами происходят истории, иногда эти истории превращаются в исторические факты. Дома на этой улице в большинстве своем многоквартирные, в них живут обычные гродницы, в исторических домах с высокими потолками, старыми дверьми и окнами. И думаю, каждый может рассказать о своем доме что-то интересное. Вот, например, тоже интересный факт, что в доме номер 17 по Социалистической, там, где была посменная школа, когда-то располагался отель «Метрополь». Разве не удивительный факт? Вот такая она, история нашего города. Так что гуляйте по родному городу, интересуйтесь, смотрите. Иногда это бывает очень увлекательно. А я, как всегда, всех обнимаю, всем пока.